Здравствуйте. Перед началом ролика я бы хотел попросить отстраниться от секции комментариев людей, которые считают, что Doom 4 мне не понравился просто потому, что я хуесос. Пожалуйста, прежде чем писать комментарии, убедитесь, что ваша позиция полностью аргументирована и не основана на «а мне вот понравилось». Если вы по каким-либо причинам думаете, что я не имею права на свое мнение, то скорее всего вы ошибаетесь. И я, опираясь на мою статистику, имею право на это гораздо больше, чем вы. Ну а я, пожалуй, приступлю. В этом видео я бы хотел поговорить о Doom 2016 года выпуска, а точнее объективно затронуть его переоцененность. Данная игра входит в трио отвратительных частей Дума, наряду со второй и третьей частями серии. О том, почему и эти игры шлак, в будущем планирую сделать отдельное видео. Итак, я достаточно удивлен от того, как Doom 4 восхваляют, как минимум сейчас. Это самое худшее, что могло получиться из него. За весь длинный путь разработки в 12 лет игра даже успела побывать в новой части Call of Duty. По итогу, уже в 2013 году у игры пропала цифра 4 в названии. И также пропорционально названию изменился геймплейное направление. Но поменялось на динамичный арена-шутер, из которого ничего не вышло. Но решить, что в итоге лучше, Doom 4 2012 года или 2016 я так и не смог. Одно было говном еще на стадии задумки, а другое вышло говном на стадии реализации. Полноценный инь-янь. Приступим же к разбору минусов по порядку. Техническая часть. В разработке Doom 4 участвовал сам Кармак. Он еще тогда сделал первые наработки ID Tech 6. Идея движка была в проработанной системе разрушения, достигаемой благодаря вокселям, из которых состояли все объекты в игре. И, казалось бы, отличная идея для очередной революции, но Кармак, видимо, понял, что работать среди каких-то обезьян, поэтому решил передать права на компанию одному из приматов, а сам ушел в отставку, чтобы работать в Oculus, который показался ему более перспективным. Тот примат, которому передали права на компанию, не понял, как работать с наработками, поэтому решил свернуть все к чертям и начать заново. Получился один из самых худших движков, с которым я сталкивался за всю свою жизнь. Новое решение здесь настолько незначительное, что о них знает только сама id. Им даже стыдно на людях об этом движке говорить. Так же, как и стыдно будет использовать этот движок другим разработчикам в будущем. Серьезно, вы не найдете ни одного объяснения технических новшеств этого движка от разработчиков. Также не найдете множество игр, написанных на нем. Перечислю полный список вышедших проектов на ID Tech 6. 2016 год. Как вы уже поняли, Doom. 2017 год. Doom VFR, который просто является 8-м уровнем из Doom 2016, но в виртуальной реальности. Уже на стадии монтажа я понял, что Doom VFR это не только 8-й уровень из Doom 2016. Это целый сборник уровней из него. Извиняюсь за небольшое отступление. В том же году вышел Wolfenstein The New Colossus, который из движка получился до невозможности кривой. Чего стоит только постоянное уведомление несовместимости вашего ПК с рекомендуемыми системными требованиями. Или минутные задержки после загрузки локации. Хочу подметить, в 2017 году вышел Quake Champions, который превратил вместо ID Tech 6 выбрать ID Tech 5. А также в 2019 году Rage 2, который вообще куда-то с буристой степи шел вместе с Apex Engine. Движок буквально еле держит игру. Представьте себе, играете вы такой спокойно, наступает ночь, ложитесь спать, просыпаетесь, чтобы продолжить, а ваших сохранений нет. Вместо этого загружается placeholder уровня, а прогресс утрачивается навсегда. Мне довелось сталкиваться с этим целых 3 раза. Я начинал игру сначала. И это не лично моя проблема, попробуйте погуглить ее. Вы увидите сотни недоумевающих лиц, которые еще не до конца поняли, что вообще произошло. Мало того, помимо сохранения слетают еще и настройки. Приготовьтесь по 100 раз менять свое разрешение перед тем, как играть, господа. И это не единственный минус движка. В игре присутствует невообразимое количество багов. Как вам, например, кривая коллизия поверхности или еще лучше возможность кирпичить персонажа просто из-за того, что ты хорошо играешь. Во время записи футажей для этого видео всего за 10 минут я сломал игру 5 раз. Это просто позорище. Игра ломается от любого движения. А если человек будет проходить это на абсолютном кошмаре?
И как вишенка на торте, плохая оптимизация. Даже на мощном железе игра умудряется выдавать частые просадки до 40 FPS. Да такого даже в Doom Eternal нет, который вышел на 4 года позже. Отвратительный саундтрек. Возможно, на меня сейчас накинутся за такое резкое заявление, но это так. Саундтрек Doom 2016 крайне скучный. В игре буквально один запоминающийся трек, который я на момент написания сценария уже забыл. Треки Мика Гордона слишком однотипные и безыдейные, в отдельности от игр их слушать вообще невозможно. Они все длятся по 5-8 минут и делятся на две части. 1-2 минуты самого трека и 6 минут тишины. Знаете, после того, как я употребил достаточно внушительное количество саундтрека Doom 1 и 2, мне просто больно слушать это. Вы можете возразить, сказав, что дело в самой структуре игры, а не в композиторе, но дайте тогда возразите мне. Всю свою сознательную карьеру Гордон пилил исключительно в вялый металл. Он не придавал ему какой-то жесткости. Он не звучал разнообразно, будто просто в FK Division залили в нейросети, и она наклепала еще 50 ее разновидностей. Такое же облегчение было услышать Эндрю Хольшульта в дополнение к Doom Eternal. Но ему все еще не удалось дотянуть до уровня Роберта Принца. Очень жаль, что Роберт Принц уже ушел на пенсию. А еще у меня Мик лично закидал страйками за то, что я не выключил саундтрек Doom Eternal. Даже он считает, что вы должны играть без него. Марти Стрэттон поступил правильно, урезая зарплату, засирая все его работы подряд, доведя до самоувольнения. Саундтрек классических частей, написанный Робертом Принцем, был идеален во всем. И он подходит под игру лучше, чем то, что в игру попало по итогу. Треки 93 и 94 года были довольно разнообразными. Они все имеют свой скелет, и они делились на две группы – динамичные и эмбиентные. В динамичных сначала шел разогрев. Основная часть – маленькая дорожка между основными частями, медленно затихающая основная часть с целью обмануть слушателя в том, что композиция подходит к концу. Резкое усиливание основной части в 2 раза. Опять дорожка, основная часть и конец. Даже эмбиент здесь ощущается качественным. Это всегда какая-то сплошная композиция, которая постепенно усиливается, с имеющимся аналогом дорожки к основной части из динамичных треков. В общем, современный ос Дума — это не Doom, а не пойми что. Отвратительная боевка. Здесь появилось одно хорошее новшество – добивание врагов, но с динамикой Doom 4 оно быстро надоедает. Да и навязывают его каким-то слишком быдланским способом. Тебя ставят перед фактом, что ты обязан добивать врагов с анимацией. Если ждать какое-то время, пока эффект стана от маленького количества хп пропадет, а не добивать его, то демон станет буквально бессмертным. Мне кажется, что стоило оставить эти добивания, но если игрок не успел давить врага, то он просто лишается дополнительных хп, а демон в свою же очередь умирает. Тут я, конечно, уже начал притягивать за уши, но все же, это кажется довольно странным. Ладно, перейдем к другому минусу боевки. В игру очень легко научиться играть. Просто прыгайте вокруг врагов и мотайте колесиком мыши, чтобы сменить оружие после каждого выстрела. И так на протяжении всей игры. При таком раскладе единственной вашей помехой на пути вперед будет скука и техническое состояние игры. В боевке я бы еще отнес визуальный стиль врагов и оружий. Оружие и некоторые враги по типу зомби имеют чересчур футуристичный стиль. Оружие имеет не совсем обычные, а скорее унылые формы. Я не получаю никакого удовольствия от этой стрельбы. В целом, больше добавить нечего. Doom просто не имеет права на плохую боевку. Отвратительный левел дизайн. Так, а теперь самое время перейти к уровням данного продукта. Извините, язык уже не поворачивается назвать это игрой. Визуальный стиль локаций — это один из главных минусов игры в целом. Это просто 13 уровней, состоящих из Красного, Марса и Ада. Ах да, уровни еще изредка дополняются белыми комплексами ОАК. Чуть не забыл. Но это все. Это действительно вызывает вау-эффект только на первом уровне. Один и тот же тон быстро утомляет. Ладно, что же там касается скелетов самих уровней? Ну, вы, наверное, уже догадались.
Скелеты уровней здесь настолько безыдейны, что в игре есть буквально два одинаковых уровня, которые отличаются только тем, что на одном мы идем вперед, а на другом назад. Но это лишь вершина айсберга. Здесь настолько зачистили с паркуром, что из-за него стало порой очень трудно понять, куда идти. И нет, я не очередной идиот, который надет на себя шапочкой из фольги будет доказывать всем, что Doom превратили в Марио от первого лица. Нет. Я просто подмечаю факт того, что это лишь ухудшило навигацию по карте. Да, я знаю про то, что здесь большая часть путей подмечена зелеными светодиодами. Но вы просто посмотрите, насколько они маленькие и незаметные. Этого догадаться самому почти невозможно. Даже я узнал об этом только где-то на 100-м часу. Это все, как по мне, даже уровнями стыдно назвать. И да, в Doom Eternal это имеет больше смысл, так как там они превратили Doom в Quake. И арены там не плоские, да и путь к арене намного насыщенней. Тут же просто немного запутанного унылого паркура и все. Вот, встречайте, очередная арена. Отвратительный сюжет. Да, я помню философию Кармака о сюжете в играх, но здесь они все-таки взялись за него. И он получился не просто там каким-то непроработанным, скучным, плохим, все дела. Нет, он получился навязчивым и раздражающим. Как вам, например, нескипаемые получасовые разговоры с главными героями игры? Почему это нельзя было сделать в виде катсцен? Вам недостаточно? Ладно. Вот вам Оливия Пирс, которая любезно записала для вас множество голографических записей, где она говорит, что мы только помешаем ее планам. Спасибо за такую важную информацию. Здесь важен еще один момент. В игре просто уйму моментов, где Думгай может просто взять и убить Оливию. Но он просто стоит и покорно слушает ее. Видимо, он считает, что так неинтересно. Сам сюжет и завязка крайне примитивная. Тем более для ребута. Да, изначально соединять все игры с серией не планировалось. Не просто начали многолетнюю историю сначала. Слава Doom Eternal, что этого не случилось. Злые демоны поработили Разману и сотрудниц ОАК, и она начала помогать очередной раз открыть портал и совершить вторжение. Теперь вам всю игру будут всячески напоминать о том, что она все еще существует. И вы должны убить ее. Надеюсь, вы не забудете. Вы уже забыли о ней. Отвратительный интерфейс. Перейдем к более мелким проблемам игры. В игре неприемлемый интерфейс. Давайте начнем с главного меню. Что это за бред? Пол экрана занято рекламой Doom Eternal. Следующая проблема — слоты. Ладно, я еще могу принять отсутствие ручных сохранений и привязку прогресса к одному. Но почему всего 3? Ну хотя, учитывая качество игры, больше и не нужно. Почему вообще не бесконечность? Это крайне ограничивает свободу. Ладно, дальше идет еще больше выпад с проработки интерфейса. Чтобы дойти до настроек, нужно, внимание, открыть какой-то слот. Я думаю, мне даже объяснять не нужно, насколько это тупо. Даже взаимодействовать с меню неприятно. Здесь ощущается какая-то дичайшая консольная топорность. Это не игра для ПК. А вот так, между прочим, нас приветствует игра. Уже на этом моменте стоит усомниться в ее качестве. Ладно, интерфейс — это не только главное меню. Он присутствует и в игровом процессе. Но он хромает даже тут. Вот вам, например, ячейки под школой для патронов, которые не пойми, что значат. А это, кстати, заряд бензопилы и БФГ. Узнал я об этом только ко второму прохождению. И то додумался до этого не сам, а случайно где-то вычитал этот факт. Ну или вот вам обучение, перекрывающее пол экрана. Вот вам, например, таб-меню, которое делает без того убогую прокачку, о которой будет сказано в будущем. Запутанной и неприятной. Мне даже разбирать тупость этого меню страшно. А так как страх взял надо мной вверх, то разбора здесь и не будет. Прокачка и секреты. Решил соединить эти вещи в один пункт. Прокачка здесь очень заморочена и бесполезна. Опять же, на первом прохождении я даже не знал о прокачке из-за убогого интерфейса. Вообще мне не нравится любая прокачка в играх.
как по мне, бред. Почему сразу не сделать игрока с полными статами? Прокачка — это морока ради пассивного мизерного прироста уровня характеристик. Разница после каждого апгрейда абсолютно незаметна, но она чувствуется, если сравнивать между началом и концом игры. Объясните, Ид, почему все предыдущие думы работали спокойно без всякой прокачки, а эта часть, как оказывается, без нее не может. Хотя, как я выяснил несколько лет назад, игру можно пройти и без нее. Хоть и с небольшими трудностями, но все же. Секреты здесь только позорят их существование в первых частях. Разработчики крайне расщедрились на награды за нахождение секретов. Целые огрызки брони, парочку маленьких стимуляторов для ХП, если их так можно назвать. И, конечно же, крайне разнообразные фигурки Думгая, которые отличаются друг от друга только расцветкой. Выглядит как крайне сырая попытка впихнуть в игру коллекционирование. Достижения. Это, как по мне, вообще бред. Лучше бы их вообще не добавляли. Во-первых, у них просто ужасный визуальный стиль. Вы посмотрите на эти иконки. Это просто скриншоты из игры. Это выглядит отвратительно. Мало того, большая часть достижений выдается за мультиплеер, в котором найти игроков является невыполнимой задачей. Они еще и выдаются как-то через одно место. У меня по завершении игры не было даже достижений за ее прохождение. Еще одна проблема — количество достижений. Как по мне, идеальное количество достижений равняется где-то 20-35. Это ведь даже не какая-то там сверхдлинная игра на сотни часов. 54 достижения не оправданы абсолютно ничем. Плохой геймдизайн. Эту тему я начал раскрывать еще в прошлом пункте. В игре есть все признаки плохого геймдизайна. Здесь присутствуют бесполезные механики по типу прокачки, что я уже упоминал выше, а также БФГ и бензопила. Прокачку я уже разбирал ранее, но считаю, что до этого пункта она не дотягивает полноценно. Почему бесполезна бензопила? Да потому что в игре и так достаточно раскиданных по уровню патронов, нет нужды использовать бензопилу как их источник. БФГ уже является эпопеей бессмысленности. Из нее даже стрелять неприятно. Где вы тут БФГ увидели? Я вижу только какую-то продолговатую палку, которая выбирает из-под низа экрана. Если в классике БФГ нужно только для всяких боссов, то тут ты, скорее всего, даже никогда не возьмешь ее в руки. Ну, максимум опробуешь разок ее после получения в той самой комнате с кучей обезоруженных скелетов. Но имха гораздо приятнее эту толпу завалить просто добиваниями, которые распространяются на этих скелетов даже без стрельбы, что является, наверное, единственным плюсом игры. Название. Ну и добивочный минус. Да, эта игра настолько говно, что даже название является ее проблемой. Разработчики просто взяли и в наглую назвали игру именем первой части. Просто Doom. Упустим тот факт, что эта игра даже не заслуживает иметь название на тот момент самой лучшей части Дума. Из чего это сделано? Это по итогу не ребут даже, а просто воскрешение серии. По итогу это вызвало шквал неразберихи, из-за чего люди стали додумывать разработчиков цифры 4. Либо называют ее 2016 частью серии. Это крайне неудобно. Почему игра всем понравилась? После того, как я с ног до головы обосрал четвертую часть Дума, стоит задать вопрос. Почему же тогда она всем понравилась, раз она настолько ужасна? Почему ее так тепло встретили и одарили такими высокими оценками? А ответ лежит на поверхности. Фанатов Doom много. В 2016 году они были готовы сожрать любое говно, лишь бы это был новый Doom. Они ждали 12 лет. Единственное, что они получали за эти годы — мобильный RPG спин-офф и ремастер Doom 3. И да, я не один такой. Если заглянуть в обзоры Steam, то можно найти релизные обзоры, в которых люди отзываются негативно об этом продукте ровно по тем же причинам, что и я. Doom 4 как минимум выглядел интересно. Вау, посмотрите, это же тот самый Какодемон сверх двух частей игры. Какая же ностальгия, как приятно, как красиво. Это именно то, что сыграло на будущем рейтинге игры. Вы нигде не найдете внятной ее хвальбы. Серьезно. Следующая игра id. Весь видеоматериал озвучен ровно за один день до анонса Doom The Dark Ages. Я бы хотел отношение к этому анонсу высказать здесь. Учитывая, что в серии крайне мало хороших игр, я не уверен, что это получится прям хороший.
И я не понимаю, а почему не отложить этот релиз на потом, раз уж они планировали его когда-то? Люди все-таки Quake ждали, а не это. И да, если это изначально создавалось как новый Doom, то почему он так сильно похож на Кваку? Выглядит, будто Doomguy насильно впихнули в мир Quake. Выглядит и ощущается это максимально неправильно, но я все равно приобрету предзаказ максимального издания, чтобы одним из первых опробовать новую игру и софтвер. Подождем, увидим, очередное говно это или нет. Прощание. Да, я собираюсь этим видео ознаменовать серию роликов по разбору серии игр Doom. Я еще в будущем попытаюсь объяснить, почему плохие Doom 2, Doom 64 и Doom 3. А также разберу все остальные игры id. После id хотелось бы перейти уже к переоцененным играм Valve, чтобы наконец поставить жирную точку на том, что в YouTube нет ни единого адекватного обзора этих игр. Если же вы являетесь моим единомышленником, можете переходить в наш Discord сервер MOSP. На этом сервере много эксклюзивов, по типу показа процесса создания видео, а также развития сленговской идеологии. На этом у меня все.